Сегодня я покажу рецепт салата, при помощи которого удивляю самых искушенных гостей. Никто не устоит. Смотрите внимательно. Здесь весь рецепт состоит из секретов и необычных кулинарных приемов. Берем самый обыкновенный лимон. Ну, конечно, лучше выбрать поароматнее. В салатах от качества ингредиентов зависит очень многое. Но из лимона мы не выдавливаем сок привычным образом. Мы нарезаем его кубиками и пересыпаем сахаром. Да-да, обычным сахаром, песком. И пусть постоит, пусть немного сок пустит. Тем временем нарезаем тонкими ломтиками шампиньоны. Наверное, стоит еще раз повторить, что шампиньоны ни в коем случае не стоит мыть. Лучше их протереть мягкой влажной тряпочкой, либо очистить, снять с них тонкую верхнюю оболочку. И ломтиками. Ничего сложного. А сейчас еще один секрет. Чтобы нарезанные шампиньоны не потемнели и даже слегка как бы подмариновались, полейте их буквально несколькими чайными ложками лимонного сока. От трети лимона будет вполне достаточно. Кстати, а вы знали, что шампиньоны можно есть и сырыми? Но вот сегодня они у нас будут не сырые, а как раз слегка подмаринованные. Еще понадобится сыр пармезан. Чем старее, чем ароматнее, тем и лучше. Сыр пармезан тоже нарезайте тонкими ломтиками. Много не понадобится. Граммов 30. А еще пара яиц. Точнее, желтки от 2 яиц. Здесь нет ничего сложного. Белки отделить в миску, если они понадобятся в ближайшие сутки. Имейте в виду, что ни желтки, ни белки без скорлупы долго хранить не стоит, даже в холодильнике. А желтки сразу в колбу для блендера. И к желткам добавить зернистой горчицы. Можно взять и обычную, но здесь зернистая, сладковатая, как раз очень уместно. Примерно 1,5-2 чайные ложки. Этого достаточно. И хорошую щепоть соли. Несоленая еда не может быть вкусной. Салата у нас получится много, поэтому 2 чайных ложек окажется в самый раз. А теперь возьмите хорошее оливковое масло. Не пожалейте. Этот салат заслуживает использования самого лучшего оливкового масла. Взбивайте горчицу и желтки блендером и понемногу, буквально по капельке, подливайте оливковое масло. Людям, искушенным в кулинарии, может показаться, что я готовлю обычный домашний майонез. Погодите, подождите, не спешите. Впереди вас ждут секреты. Это получится не обычный майонез. Это получится заправка, от вкуса и аромата которой вздрагивают те, кто в первый раз пробует этот салат. Помните, лимон мы пересыпали сахаром? Теперь сок из этих кубиков лимона необходимо выдавить именно руками, для того, чтобы крупинки сахара оставляли царапины на его цедре. Замечали, когда царапаешь цедру лимона, из нее прямо брызжет эфирное масло, мельчайшие капельки, почти что пар. К сожалению, это эфирное масло не сохраняется в лимонном соке. Но, когда мы выжимаем лимонный сок таким образом, эфирное масло остается в подслащенном лимонном соке. Попробуйте хоть капельку этого лимонного сока, и вы удивитесь, какая огромная разница во вкусе и аромате между этим лимонным соком и выдавленным обычным образом. Так вот, нашу заправку для салата приправляем именно таким волшебным лимонным соком. Итак, на 2 яйца я взял 1,5 чайные ложки зернистой горчицы, 70 мл
оливкового масла и сок от 2/3 лимона. А это трюфельная сальса. Ну, в общем-то, можно обойтись и без нее. Можно добавить несколько капель трюфельного масла, что продается во всех магазинах, только надо обратить на него внимание. Обычно вот в таких мелких бутылочках, и в нем небольшой кусочек трюфеля. Ну да, заправка неплохая и без трюфеля, и без трюфельного масла, но мы же творим волшебство на кухне, а не просто готовим еду. Наша задача – удивить гостей. Наша задача – получить удовольствие от того, что другие люди, наши гости, наши родные, наши близкие получают огромное удовольствие за нашим столом. Осталось мелкие помидорки черри нарезать. Они тоже имеют необыкновенный аромат, гораздо сильнее, чем обычные помидоры обычных размеров. Проверьте мои слова. Убедитесь, что я говорю вам всегда только правду. Ну а сейчас начинаем смешивать салат. Видели, сколько черри? Ну, штук 10-15. Грибов сколько было? Не помню, штук 5 или 6. Да какая разница? Это все не самые главные ингредиенты. Самый главный ингредиент – это шпинат. От качества шпината, от того, как он выглядит, поверьте, зависит очень много. Посмотрите, листики такого размера, что так и хочется назвать их как-нибудь по-модному. Например, бэйби-шпинат. Ну а теперь наша волшебная заправка. Впрочем, у нас в салате все волшебное, все уникальное. Начиная от рецепта. Вот я им делюсь с вами и буквально от сердца отрываю. А точнее, от всей души. Обратите внимание, что я надел на руки перчатки, потому что эта еда больше не будет обрабатываться никаким образом. Здесь все должно остаться стерильным, идеально чистым. И очень важно, чтобы каждый листик, раз уж их вырастили для нас с такой любовью, оказался покрытым трюфельной заправкой. Простите, но называть это чудо обычным майонезом у меня язык не поворачивается. Накладывайте салат высокой горкой. Обычно я подаю такой салат ближе к концу званого обеда либо ужина, когда необходимо удивить гостей и поддержать их аппетит. Одновременно с таким салатом я подаю какое-нибудь мясное блюдо. То, что припасено к апофеозу моего кулинарного спектакля, где я сам и режиссер, и исполнитель главной роли. Впрочем, для вас, дорогие зрители, я просто друг, товарищ, который всегда готов поделиться самым лучшим, что есть в копилке моих знаний, которые я собираю уже 40 с лишним лет. Я тот человек, которому доставляет искреннее удовольствие говорить вам приятного аппетита.